Здорово, это я, помнишь? Так вот, Донстар — это сурвач, которым голодаешь, умер, стрессуешь, умер, поверил в себя, умер. Это уже не Don't Starve, а Don't Die, пожалуйста. Ну да ладно, у нас тут как бы 100 дней хардкора. Вот только незадача. Последний раз, когда я играл в эту игру, это лет 5 назад. Тогда мы просто залетели с кентами в Together, на пауках побегали до зимы, и нас циклоп стер с лица земли. Наиграли мы там, конечно, примерно ничего, и вот спустя 10 тысяч лет я решил пробовать свои навыки задрота в новом жанре. Ну да, я же тебе не сказал, в Сурваче я никогда не играл толком. На моем счету только V-Rising и Core Keeper, и то похвастаться там большим опытом не могу, поэтому в Don't Starve я не просто зелень, я тупо фотосинтез, но новичок я только в этом жанре, ведь в остальных жанрах я парень серьезный, и вы это еще увидите. Короче, хватит глаголы ронять, давай начнем 100 дней хардкора в Don't Starve. Для этого челленджа я выбрал именно Together, и на то было несколько причин. Во-первых, у меня только она и была с тех времен, поэтому я особо не выбирал. Ну а во-вторых, я в игры играю достаточно специфически, ведь для меня всегда должна быть ключевая задача. Например, убить финального босса и прокачать персонажа на максимум. Но в Сурвачах как раз таки этих двух элементов и нет. Это всегда вечные приключения, поэтому я решил придумать сам себе челлендж. Тем более, мне кажется, что просто прожить 100 дней это очень легко. Надо забег прилично так усложнить, и поначалу я подумал просто убить самого сложного босса игры за эти 100 дней. Но потом посмотрел процесс его поиска и убийства и понял, что у меня только 100 дней уйдет, чтобы его найти. Поэтому я решил сделать программу минимум. Я знаю, что в игре есть боссы, которые приходят каждый сезон. И то, что они в целом противники, сложноваты. Но чтобы наши бои были интересней, боссы должны быть сильными. И вот я увидел информацию на Вики, что именно в Together у их ХП в 2 раза больше, и двигаться не быстрее, и бьют быстрее. Короче, такой мини-хардкор мод, как раз это мне и нужно. Плюс в игре есть свой личный хардкор мод под названием Свободный, в котором у нас по идее одна жизнь, мы стартуем с рандомной точки карт. Если умрем, то потеряем абсолютно весь прогресс, что уже можно считать поражением. У меня уже руки чешутся порезвиться в этом прекрасном мире боли и голода. А начну я свое приключение с выбора персонажа, что на самом деле не такая простая задача, как оказалось. Ведь когда я играл в предыдущий раз, персонажей было в раза 1,5 меньше, так точно. А во-вторых, это что, древо навыков? Мимо такого я точно пройти не могу. Поэтому перед основным заходом я решил пробежаться на Уолтере. Он мне показался слишком простым и скучным. Битый. VX78, он же робот в простонародье, вообще был без древа навыков, но тут были какие-то схемы, которые показались мне наоборот слишком замудренными. Вообще, скорость передвижения имба лютая. Вуди мне, конечно, понравился, но после того, как я превратился в лося после скушенного мяса паука, я как-то придумал. Ведь собирать нельзя, кушать нельзя, а когда вернулся назад, тупо сдох от голода. Нет, не могу собирать. О, Куда на... Оп. О, нет. Понял. да, там есть еще 2 формы, но по описанию они мне не сильно понравились. Хотя ветка через истребление энтов меня сильно заинтересовала, но может быть в другой раз. Ну и Вебер, как же без него? На нем я хотя бы немного играл, но, как я посмотрю, древа умений тоже нет. А набор предметов почти как тогда. Кокон и какая-то дудка. Короче, как-то меня не впечатлил. Подобрать? Да. Пока я смотрел персонажей, заодно немного изучил базовый крафт, чтобы на старте я мог понимать, что мне делать. И вот в какой-то момент изучений нашел поляну каких-то буйволов. И мне так понравились эти существа, что решил пойти в Википедию изучить всю информацию про их. И оказалось, их можно приручить и даже бороться верхом на их. Бифаленки какие-то. Ну-ка, можно? О, траву дать можно. Лоб, ветка. О, ветка есть. И... Я так загорелся этой идеей, что решил построить на этом все прохождение. И оказалось, что самым лучшим вариантом для боевой езды является Вифрит. Когда я играл лет 5 назад,
У нее такого древа навыков не было крутого. Тут у нас и копье какое-то уникальное, и шлем с щитом. Ну и самая главная ветка прокачки для буйвола. Быстрее приручаешь, дольше ездишь, какое-то вдохновение наполняем. Ну и самый сок — седло воина, который, как я понял, делает из бизона просто машину разрушения, поэтому я выбрал Вихфрид, ведь она, кроме езды, еще и сама по себе весьма-таки крутой боец, что, конечно же, мне отлично подходит. Короче, пока я бегал в предыдущем заходе, я заметил, что у меня какие-то моды стоят. Вот, например, это какие-то старые, короче, мои моды, я их еще с тех времен не удалил. И, вы знаете, как бы, ну, показывать просто хпшки не так-то имбово это выглядит, понятное дело. Потому что, условно, какие-то слоты под рюкзак и амулеты, конечно, звучит как супер какая-то имба. И вообще как читы. Поэтому будем, конечно же, играть по Нилу на русском языке. Так что давайте начнем. На самом-то деле у меня тут есть шмоточки еще старых прохождений. Кстати, не так уж и мало, хотя мы там играли пару часов. Но тогда, если не ошибаюсь, уже были какие-то вот эти вот подарки, за что-то они выдавались. Вот эту голову я точно, ну, я нигде не брал, нигде не покупал, она просто была. Поэтому пусть будет, только вот, конечно, скин снизу мне не сильно нравится. О, хвостик. Это будет отлично подходить под буйвол прохождения. Так вот мне больше нравится. Вот так вот визуально она выглядит очень красиво. 450, это я, кстати, нитки, по-моему, что-то разобрал, мне подарили. Просто разобрал, хотел посмотреть, как эта механика ниток работает. Ну что же, наконец-то мы этого дождались. Первый день хардкора начался. Стартанул я в биоме леса, возле поля. Портала, конечно же, рядом не было, ну и я решил работать по шаблону, а именно собирать ветки с травой, потому что это является ключевым ресурсом. Не только для начала, а вообще для всего моего прохождения, и вы еще поймете почему. Кстати, тут начали появляться какие-то автопаузы, не помню, раньше были они или нет. А пока я бегаю и собираю базовые ресурсы, давай я вам объясню план на ближайшие пару дней. Во-первых, я хочу найти Бифало и приручить его. Во-вторых, делать какую-то одну основную базу я не горю желанием, поэтому предпочту тактику кочевника, по крайней мере поначалу. То есть буду делать несколько точек отдыха и просто между ними перемещаться. Ну и самое главное, это поставить научную машину, чтобы открыть себе новый крафт. С поиском поляны Бифал мне быстро повезло, буквально через минуту я смог их найти, что, конечно же, радует. Сразу нашли Бифалов. Приручить я пока не могу, ведь мне нужен колокольчик, которого у меня нет. Затем на этой же поляне я нашел кокон пауку первого уровня и решил сразу его убрать. Ведь я знаю, что они постепенно растут к третьему уровню и становятся слишком сильными, поэтому решил заранее убрать эту заразу. Тем более паутина лишней никогда не будет. В бою с пауком пользовался мышкой, что мне показалось очень неудобным управлением. И, кстати, на 2 секунды подвис над мясом, что очень странно. И это еще будет очень много раз происходить со мной, ну да ладно. Решил я, значит, пойти в настройки и глянуть, как можно бить без мышки. И оказалось, что это кнопка F. Кроме того, что бить стал быстрее, так еще и целиться не надо. Вот это мне очень сильно нравится. На самом-то деле, я знаю в этой игре только одну рабочую тактику. Ударил, отбежал. И просто с разными врагами разное количество ударов можно сделать. В дальнейшем я эту тактику никак менять не буду, поэтому на протяжении всего челленджа я буду оттачивать этот навык до идеала. Дальше на поле я решил установить ловушку на кроликов, чтобы уже постепенно собирать мясо на покушать. На самом деле можно ловушку поместить в морковь и словить кролика быстро. Но можно просто установить ловушку возле норы, из-за чего кролик на утро сразу попадет в ловушку. Что-то я все-таки дополню со старых времен. Дальше по дороге увидел, как свиночелик борется с жабой. Решил, что у свинки 0 шансов и решил аккуратно добить ее, чтобы получить еще немного гарнирчика на ужин. С жабой у меня тоже решил расправиться, заодно и кнопочку F затестил. И мне, конечно же, стало намного комфортнее в бою. После того, как убил всю эту тусовку, решил запрыгнуть в какую-то пасть рядом. Это такой псевдопортал в мире Don't Starve, который перекидывает тебя в рандомную точку карт. Я оказался на болоте и сразу без лишней мысли прыгнул назад. У меня тут все-таки одна жизнь и хардкор мод, а не уличная прогулка. Заметил, что у меня после этой пасти прилично так упал рассудок. А я вам напомню, если рассудок падает до нуля, то тебе почти 100% кранты. На поле увидел мраморную голову коня, решил ее немного потаскать на горбу, но для моего персонажа это ничего не дало. Решил сбросить и бежать дальше. Ну, конечно же, я решил узнать, зачем нужна эта голова, и оказывается, их нужно тащить на алтарь призыва, чтобы призывать босса, который нужен для призыва уже как раз таки нашего сильнейшего босса. Короче, забейте, это явно не задача для новичка.
На поле решил установить еще одну ловушку у норы, потому что мяса мало не бывает. Потом пробежал пару метров, обнаружил скелет и кучу дров, что было мне кстати. Ведь я не нашел ни одного кремня, пока гулял, из-за чего не мог сделать топор и рубать деревья. А теперь у меня есть дровишки на костер, и эту ночь я проведу в тепле. Увидел, что кто-то лазит под землей и решил как-то выманить, но ничего подходящего не было, поэтому решил тупо бежать за им, пока он сам не вылезет. И это оказался крот, которого я благополучно прибил, и провернул я этот трюк, кстати, дважды. Так что под конец первого дня я сделал себе большие запасы мяса. Неожиданно началась ночь, и я решил не разводить костер, ведь ночи очень короткие по осени, а значит можно спокойно с факелом бегать. Но решил не тратить факел попусту и жечь пару деревьев, за счет чего у меня был постоянный свет на всю ночь, что сильно мне экономит ресурсы на факел. У нас все-таки хардкор, каждый процент важен. Пока я бегаю по лесу и жгу его, давайте немного поясню за ночь в Don't Starve. Прикол в том, что если ты будешь в полной темноте где-то 5-6 секунд, то тебя кто-то ударит на 100 урона. Причем, кстати, этот урон уменьшается, если ты в броне. И через 3 секунды ударить опять на 100 хп. И вот так до бесконечности, пока не появится свет возле тебя или ты не умрешь. Поэтому ночь тут это самый сложный босс, который победить нельзя. Кстати, когда я выбирал сложность, там был очень забавный режим под названием «Без света», где ты играешь в постоянной тьме. Выглядит очень интересно, но это, я думаю, тема другого видео. Нас тут все-таки крот ждет, пока я его словлю. И, кстати, на этот раз у меня оказался камень, который как раз таки выбил второго крота. Я решил кинуть его на пол, чтобы применить наш подземный ужин. Крот даже не успел понюхать камень, как я его сразу пригрел копьем. Короче, мясо у нас хоть отбавляй, Вифрит будет очень довольна. Ну, кстати, за нашу Валькирию. Пока я бегаю дальше, собираю ветки на утро второго дня, я вам сейчас поясню за особенности нашей богини войны. Во-первых, она не может кушать ничего, кроме мяса. Даже, как оказалось, мандрагору, что меня в какой-то момент подставило. Но зато она может кушать изделия из меда, а именно сладости, что хоть немного, но намекает нам на готовку и пасеку. Во-вторых, Вифрит дамажит любым оружием на 25% больше урона, а получает на 25% меньше. Жалко, конечно, что эти бафы не работают на Бифало. Так-то было бы прям кстати. Также во время удара по врагу она хилит себе хп и рассудок, как бы намекая нам на то, что нужно постоянно биться. Причем этот баф уже работает на Бифало, что странно. Ну то есть мы хилимся, сидя на Бифале. Бифало, конечно же, от этого ничего не получает. Ну и третье, ее новая ключевая механика в Don't Starve — это вдохновение и песни. Когда мы бьемся, то постепенно заполняем вот эту шкалу. И когда эта шкала достигает определенной метки, то мы можем применить свои песни. Но только не задача любую из этих песен сделать на начальных этапах очень тяжело. Да даже под конец челленджа я ничего так сделать и не смог. Ну, может, только грубую интерлюдию можно было бы. Но там нужен помидор, а это овощ, равно кринж, который у нас в рационе присутствовать не будет. Да и действие, где я агрю всех на себя, выглядит очень сомнительно, когда играешь один. Короче, давайте забудем про эту механику песен и пойдем дальше. Мне кажется, это все-таки больше для кооператива. А я тут как раз нашел поселение свиночелов, где был король этих свинушек. Он нам в будущем, кстати, пригодится. Ведь он обменивает безделушки на кучу золота, что для особенного крафта Вифрит самое то. Конечно же, поубивал пару свинушек для мяса. Я знаю, что они постепенно восстанавливаются. Да и убить их не так сложно. Хоть они тоже используют эту крутую тактику подбеги, отбеги. К этому еще нужно прилочиться, конечно. Сделал себе корону из цветов, чтобы рассудок не падал. И, кстати, поднимая цветы, восстанавливайте себе 5 единиц рассудка, что весьма кстати для нас, особенно после неудачного портала туда-сюда. Очень удачно обнаружил посох, который призывает переносного сундучка монстра, которым никому лишним не будет. Быстро все посортировал и почти сразу нашел какого-то подозрительного мужика, который продает мусор и шестеренки. Зачем ему пыль и свиные жопы? Вопрос открытый, но лучше в его больную голову не лезть, конечно. И вот наконец-то я нашел кремень, а значит можно сделать кирку и топор, а значит жесткий гринд начался. Хотя тут вся игра это жесткий гринд, неважно. Добыл камень с золотом, а затем на кладбище нажил еще 4 куска золота. Короче, удачный улов, конечно. Ведь желтый камень никогда тоже лишним не бывает. Вообще, в принципе, почти лишних ресурсов не существует. Затем неожиданно заметил, что я начал голодать. А значит, пора перекусить. Развел костер и начал все жарить и жрать. Потому что жареный всегда лучше, чем не жареный. Проверил, может ли Вифрит кушать ягоды. Ну и, конечно же, был послан куда подальше.
Решил ночь не тратить зря, ведь стоять тут на месте не лучшая идея, поэтому нарубил себе дров на будущее для костров, и вот настал третий день. Начал день с активного фарма камней, чтобы мало не было. А затем нашел какую-то пещерку, в которой можно покупать питомцев. Как я понял, от этих питомцев нет никакого толка, кроме как декор. Хотя гении, конечно, могут их использовать как светлячков, но это большим плюсом не назовешь. Решил дальше добывать камень и наткнулся на территорию птицечела, которая зачастую новичков в фарш превращает. Но мы все-таки валькирия, тем более в боевом мундире. Так что я решил птенца наказать за его наглость. Не сразу, конечно, тактику словил, но в целом все по-старому. Туда-сюда, и все готово. Весь оставшийся день я просто фармил камни. Ведь там было очень много золота и кремния, что нам очень сильно нужно. Перед ночью решил сделать большой костер и научную машину. Раз уж у нас много золота, то сделать научку будет не лишним. И как только я поставил ее, мне сразу же дали подарок со шмоткой. Там, конечно, были штаны умершего деда, но это не важно. Как я потом узнал, эти подарки даются каждый час игры в среднем. И за заход в день. То есть суммарно 15 подарков в неделю, 7 за вход и 8 за 10-12 часов игры. Что в целом неплохая награда, учитывая, что тут можно покупать персонажей за нитки, которые как раз таки мы можем получать из этих предметов. Короче, сделать себе колокольчик, чтобы приручить Бифаленко, но чтобы сделать седло, нужно было сделать алхимическую машину, что уже было мне не по карману. Пока я изучал новый крафт, настал 4-й день. Я решил наконец-то пойти и приручить одного бифола, чтобы закрыть все начальные цели и начать подготовку к борьбе с боссами. По дороге нашел алтарь для возрождения, но в свободном режиме игры алтари не работают. Я даже не сильно понимаю, почему они здесь вообще существуют. Ведь ты сразу умираешь, и никаких форм призрака не существует. А также наткнулся на рыбачела, который вообще непонятно как он оказался среди лесного биома, что им не свойственно. Это походу приятные бонусы свободного режима, я не знаю. Вернулся на поле, где меня уже ждали 2 вкусных кролика в ловушках. Но я решил их пока не трогать, они мне еще пригодятся для наушников, которые буду носить зимой. Увидел какой-то след слона, который по идее должен вывести нас на коалу слона. Но, честно говоря, мне было не до него, я уже хотел побыстрее сделать ручного бифаленка. Решил оформить на поле еще один привал, чтобы здесь собирать траву. Но кто же мог подумать, что меня ждет впереди. Нарубал немного дров для костра, и вот он, этот ключевой момент, мой домашний зубр. Я назвал его Зод в честь великого воина, ведь его ждут очень много суровых боев. Ну и пока я его кормлю травой, нужно было бы вам рассказать подробно за систему приручения. Ведь там не все так просто. Во-первых, когда ты кормишь буфалу, у него постепенно растет к тебе доверие. И чтобы это доверие не падало, его нужно постоянно кормить. На сайте написано, что нужно 20 дней для полного приручения. Как же они сильно ошибаются. С этой механикой доверия мы еще не один раз намучаемся. Но, кроме полного приручения, у бифала также есть уникальная черта характера, которая формируется от действий, которые ты выполняешь с этим шерстяным. Если ты его плотно кормишь, то будет пугляж, который рассудок восстанавливает, но очень медленный, что не подходит для наших боевых действий. Если постоянно бегать верхом на нем, то будет катающий. Он, конечно, быстрый, но урон вообще копейки, поэтому самый лучший вариант для меня оказался злобный. Никаких штрафов на скорость, но зато урон 50 единиц, что просто безумие. И единственное условие получения такого характера — это постоянно биться, что, думаю, вообще не проблема для нас. Да, простите меня, Константа, как же я сильно ошибаюсь. Ну а пока я вам рассказывал за характер, я решил забить бифала, что было рядом с Зодом. Ведь, чтобы сделать седло, нам в любом случае надо шерсть бифала. Но вот откуда взять эту шерсть? Это для меня загадка. Поэтому я и решил забить второго. Но как же я удивился, когда прирученный Зода решил вступиться за брата и начистить мне мою наглую викинскую рожу. Я даже подумал, что колокольчик не работает. Но походу нельзя бить других бифалов в присутствии своего бифаленку. Поэтому было принято тяжелое решение забить моего первого бифала. Тогда я еще не знал, как сильно мои руки будут запачканы в крови шерстяных. Убить Зода не было проблемы. Старая добрая, туда-сюда, и вот покоится мой бедный Зод. Но ничего, второй безумно успокоился, а значит теперь брат Зода будет моим новым питомцем. Ох, знали бы вы, что его ждет. Может, все-таки смерть была бы для него более лучшей участью. Под конец такого прекрасного дня решил добыть немного угля. Ведь мне нужно поставить много сушилок и казанов. Ведь мне банально некуда девать еду. А мяса, поверьте, у меня будет очень много.
На утро пятого дня я наконец-то получил первое заветное очко навыков. И, конечно же, я сразу вложился в прокачку бифала. Теперь-то я быстро приручу. Думал я, и как же это забавно сейчас звучит, зная, как все будет. Не забываю постоянно кормить брата Зода травой и ветками, чтобы он постепенно приручался. Но знаете, как-то долго его имя говорить, давайте сократим до Бразо. Так, думаю, будет лаконичнее и удобнее. Так вот, мы с Бразо наконец-то нашли деревья, которые я сжигал первый день ночью, а значит угля у меня будет куча. Возле некоторых сгоревших деревьев лежали жареные шишки. И оказалось, что такими можно кормить бифалу. На самом деле я этим пользоваться почти не буду, но просто эти шерстяные вообще редко что кушают, и в сыром виде он бы эту шишку даже бы не трогал. А тут о как получается. Вернулся на базу, сделал себе рюкзак, много слотов не бывает. Затем поставил казан с сушилкой, собрал ресурсы и решил всю ночь изучать крафт. Кстати, наш Бразо будет постоянно оставлять навоз, который как бы некуда девать, ведь удобрять мы ничего не будем. Поэтому я решил навоз использовать как топливо для костра. Ведь он отменно горит, настолько, что я про дрова забуду на 90 дней. Незаметно настал 6-й день. Полдня я бегал, собирал траву для Бразо, чтобы он не голодал, а затем наткнулся на еще один кокон. Только этот уже успел превратиться во 2-й уровень, что, конечно же, плохо для меня, ведь умереть шанс очень большой. Но я хотел проверить, как именно себя поведет Бразо, но походу он на меня держит какую-то обиду за те 2 удара, что я ему сделал в начале. Ну, раз каждый сам за себя, то пришлось в лютом поту забивать кокон, из-за чего я потерял почти весь шлем по прочности, что, конечно, плохая новость для меня. Ну ничего, Бразо потом будет этот шлем отрабатывать всю жизнь. Нафармил немного дров и травы и вернулся на базу. Там развесил мясо и решил что-то интересное приготовить. Взял 2 куска монстра и 2 ветки. Да, оказалось, ветки тоже готовятся, что мне в будущем очень сильно пригодится. Но по итогу я получил кашицу, что, честно говоря, даже в рот положить не могу. Все отказались от этого чуда готовки, и я решил просто скинуть в поле. Пусть удобряет мать землю. Или Константу нашу. А там уже и 7-й день нас ждал. Вдруг я услышал какой-то рык вдалеке. Напряглись все. А потом я вспомнил, что на нас же свиногончи нападают каждые 6 дней. Когда я играл Вебером, эти псы даже через кокон пробежать не могли. Понятное дело, 20 пауков никто бы не пробежал. А тут мне придется каждый раз самому их в лицо принимать. Ну что же, посмотрим, как я буду их побеждать. Пока, конечно, прибежал только один. Я его быстро затыкал, но что меня ждет дальше, даже страшно представить. И вдруг начался дождь, который на самом деле я так и не понял, что делает. Походу рассудок уменьшает, других предположений у меня нет. Но что интересно я заметил, когда я подошел к древу рубать его, то вдруг звук дождя стал тише. Я решил понять, что происходит. И оказалось, что под деревьями влага набиралась медленнее. Причем, как оказалось, в будущем не обязательно даже рубить деревья. Можно просто стать рядом с деревом, и уже от этого будет польза. Кстати, не только против дождя, но и против других стихийных приколов. Дождик закончился, и я решил накопать себе кусты с ветками, чтобы посадить на базу. Чтобы вся нужная еда для Бразо была рядом. Параллельно собирал ресурсы и наткнулся на старого рыбачела. Ну и решил на хракер его забить. Поначалу он напал на мой сундук, из-за чего я ему сразу вмазал пару раз. Но вот после было с ним сложновато, ведь в отличие от свиночелов, двигался он резво, так как будто бил меня больней. Короче, опасный, конечно, парни, против толпы таких рыбок я точно не попру. Кстати, нашел рядом какой-то столик с розами. Как я прочел дальше, это просто декорация, которая дает декорацию. Короче, ничего интересного, давайте двигаться дальше. Я переждал ночь, и да здравствуй, 8-й день. Вдруг мне дали еще одно очко навыков, которое я опять вкинул в ветку прокачки быка. Вернулся на базу и решил поставить еще одну сушилку, ведь походу у нас будет очень много мяса. И вот мне дали 2-й подарок. Вау, спасибо за юбку первоклассницы, очень рад. Не дарите больше подарки, пожалуйста. Решил, что уже пора сделать алхимический двигатель, ведь мне нужно седло для езды. Зачем же за мной таскается этот проглот, если меня не катает? Попробовал, кстати, сварить мясо паука, плюс 3 морковки, может на этот раз не будет кашица. И да, реально получились тефтели. Как узнал потом, тефтели это классика готовки Don't Starve. Ну что же, рад, что постигаю азы игры. Решил наконец-то сделать загончик из сена для Бразо, ведь я планирую забить еще одного бифала для шерсти. Тогда я еще не знал, что можно брить бритвой. Ну как тогда? Я до конца игры не буду знать, просто это я сейчас такой крутой уже много понимаю. Но тут, к сожалению, не все так гладко прошло. Нафармил кучу дров и травы, вернулся на базу и сделал кормилку. Как я понял, доверие она, конечно, не увеличивает, что печально, но зато не дает
дает упасть тому доверию, что уже набралось, что уже лучше, чем ничего. Начал ставить забор из сена, а потом вспомнил, что надо же было возле кормушки. Короче, минус 3 забора. Первый и последний раз кормил Браза вот этими жареными шишками и решил, что надо намного больше травы и дерева, чтобы сделать загон. Ну и само собой кормить Браза. На 9-й день пошел фармить весь день деревья и по дороге наткнулся на автомат Джимбо. Как оказалось, это просто развлекалочка для игроков, в котором ты играешь в мини-игру за ничтожные награды. Короче, тоже не стоит вашего внимания. Нафармил кучу дров и вернулся на базу. Решил приготовить новое блюдо, поместив внутрь казана кучу мяса, в надежде получить новую интересную вкуснятину. Но это опять были тефтели. Печалька, конечно. На 10-й день я начал стройку загона для Браза. А пока я занимаюсь творчеством, хотел бы подвести маленький итог в начале 10 дней. Но, во-первых, сутки в этой игре длятся, как я посчитал, на секундомере, где-то 7 минут и 50 секунд. Ну, скорее всего, там ровно 8 минут. Но учитывая, что я любитель постоянных пауз, чтобы не тратить время попусту, то у меня сутки и все 9 минут длятся. То есть на 100 дней челленджа у меня уйдет где-то 15 часов времени. Ну и вы знаете, я был на все 100% прав. Во-вторых, я узнал, что зима начинается ровно на 21 день. А у меня пока ничего так-то для зимы и нет. Ну, кроме ушей кролика, который я сделал где-то в начале забега. И вообще, знаете, как я понял, что мне нужны эти ушки? А и тут появилась очень удобная панель, которая делит предметы на их функцию. Например, вот тут шмот персонажей, здесь наука, а тут у нас для еды. А вот тут у нас предметы по сезонам. И причем они расположены в порядке их появления, что очень интересно. И именно там я увидел, что могу сделать эту шапку с кроликом под зиму. Так что сейчас на самом деле все очень удобно в плане крафта стало. Хотя, может быть, так было всегда, но я, к сожалению, не помню, как было раньше. На этом микроитог закончился, а я как раз заканчиваю загончик. Браза теперь кайфует у себя дома. Под конец дня решил нафармить травы и развести костер где-то в лесу, и вдруг мне пришла идея. А что если пожарю семена? Будет ли кушать их бифало? Ответ нет. Просто просрал семена, которые, кстати, мне еще в будущем сильно бы пригодились. А вот и настал 11-й день. Я его провел достаточно вальяжно. Опять же собирал кучу травы для Браза, ведь, напомню, его нужно кормить как паровоз углем, то есть лопатами прям в рот. По дороге забил 2 свинки, ведь я тоже не бессмертный, мне тоже нужно кушать. И вдруг наткнулся на стальную лошадь. А это значит, что это плюс шестереночки. А шестеренки значит, что наконец-то можно хранить еду в холодильнике. А от такого я, конечно же, не могу отказаться. Увидел там рядом еще какого-то робота и решил аккуратно выманить лошадь на честный бой 1 на 1. И на самом деле лошадь, конечно, намного проще рыбачела, и проблем он у меня не вызвал. А вот второй пассажир вызвал у меня вопросы. Как я понял, он бьет на дистанции, и от него уклониться невозможно. Поэтому я решил просто подбежать в упор и бить без перерыва, что было верным решением. Ну вот так вот на ровном месте я залутал 4 шестеренки, что очень приятный бонус для моего прохождения. Кстати, пока боролся, настала полная луна. Во время такой луны нет тьмы, а значит можно спокойно отдыхать. А затем я узнал, что такие ночи проходят каждые 10 дней. То есть 11, 21, 31 и так далее. Настал 12-й день. И мне опять дали очко навыков. А это значит, что я все ближе и ближе к седлу воина. А значит, я скоро буду доминировать верхом на Браза. Я весь день продолжал собирать ресурсы и искать стадо бифала, если вдруг вы забыли. Я же все-таки хочу сделать седло, а мне для этого надо шерсть. Вот только мне задача. Я дошел до пустыни, где 100% нет бифала. Ну и решил залутать перекати поле. И тупо с первого падает гномик, которого можно скормить королю свиней и получить 5 кусков золота. Расстроенно я вернулся на базу, скинулся, чтобы дальше продолжать поиски бифала, но ночью на меня напали 2 теневые руки. Многие новички не знают, что эти руки можно потушить, если наступить на основные руки. Ну, то, что руки тушат костер, я думаю, все в курсе. А вот и 13-й день. Решил себе сделать 2 тефтельки, ведь я не забываю кушать. Как показывает практика, полного желудка хватает на 1,5 дня. А значит, 2 тефтели это сразу спокойный желудок, считай, на 2 сутки. Я решил отправиться в другую сторону карты, чтобы найти там стадо. По дороге убил свинку, ведь мяса мало не бывает. Я убивать. Походу я убивать.
И побежал под ночь к королю свинов. На 14-й день обменял гнома на 5 золотых и побежал дальше. Заметил, что двигаясь по дороге, ты передвигаешься на 25% быстрее. Причем этот бонус при езде на Бифало почему-то не работает. Нашел какой-то лесной и пчелиный биом, где мне, конечно, делать нечего, хотя пасеку я бы на базе поставил, конечно. Весь 14-й день исследовал биомы, но чего толкового не нашел. Ночью набрел на птицу летнего ивента. Честно говоря, я без понятия, что она делает здесь, ведь по-нормальному она должна быть возле портала. Но порталом там рядом и не пахло. Короче, запомнил, где она тусуется и решил двинуться дальше. На утро 15 дня я решил, что там больше ничего нет. И прыгнул в пасть. Оказался рядом с базой и решил не тратить время попусту. И двинул еще в одну сторону. Но, пробегав весь 15-й день, я ничего не нашел, кроме кучи пауков и мусорного склада. По поводу свалки рассказывать особо нечего. Там ты можешь ухватить какой-то лут, например, шестеренку, но там бывают еноты, которые знатно так лицо ломают, поэтому я решил туда не лезть. И вдруг под самый конец дня я обнаружил бойню свиней и пауков и решил крысу собрать мясо и из сундуков забрать террариум. Эта штука нужна для призыва босса, глазастика такого, ночью. Но из-за того, что я должен убить только сезонных боссов, то я так до конца и не воспользовался этой штукой. Короче, за весь 15-й день так ничего толкового и не нашел. На утро 16-го дня вернулся домой, по дороге, конечно же, забил свина и покормил Браза. Забрал подарок, где была желтая тряпка. Развесил мясо, приготовил покушать, собрал ветки и всю ночь думал, где же находятся эти бифаленки. На 17-й день утром решил побежать в каменный биом. Из первых дней, думая, что там дальше есть еще один биом. Но и там упоролся в тупик, что, конечно же, меня опять расстроило. Тут оббежал. Не верю, что если оно здесь находится. Вот я уже все закрыл. Болото. И вот тут промежуток. Ну сейчас я туда и побегу. Что можно было, пробежал. Под конец 17-го дня нашел портал, который, кстати, так удачно был рядом с моей точкой появления. Нам, конечно, он ничего не дает, но все же как маркер на карте пойдет. Рядом нашел, кстати, мраморный алтарь, куда нам и нужно было нести голову коня. Там я добыл немного мрамора, он еще мне пригодится для шлема и седла. 18-й день. До зимы осталось всего 3 дня, а я даже седло еще не сделал. Я в печали возвращаюсь за полдня домой, думая, что походу придется сразу делать седло воина. Остальную половину дня я, как всегда, занимался едой и решил создать мраморные семя, чтобы было больше мрамора для экипировки. И, кстати, решил попробовать в казан поместить 4 ветки и глянуть, что будет. Оказывается, что делается не кашица, а ветки на пару, которые идеально подходят для бифала, ведь они отлично его насыщают и при этом дают целых 60 хп наверху, а у него всего 1000. То есть за 4 ветки у меня теперь есть крутая хилка для Браза. И пережать за ее хп теперь я буду меньше. А также, готовясь к зиме, сделать себе термальный камень, ведь он идеально будет защищать меня от холода. Полностью забил холодильник, у меня начался 19-й день. Мне дали еще одно очко. Кстати, когда я забрал 4-й навык, я уже даже не помню. Я потом по ходу частенько буду забивать про навыки. Но в любом случае я решаю взять себе более прочный шлем, учитывая, что он мне еще ого-го как пригодится. И вы не поверите, я решил чисто по приколу двинуться в левую часть своего поля, чтобы пофармить траву для Браза. Вдруг увидел навоз. И как-то не понял, откуда он. Раз Браза уж выходил, он же в загоне сидит. О, боже мой, вот это я дебил. А потом пробежал чуть дальше, увидел стадо бифало. И уже пересматривая это, я понимаю, что это стадо сразу было на этом поле. Просто я на это не обратил внимания. Из-за чего 5 дней пробегал просто так пешком. Ну и решил не тратить время попусту и сразу отвел 2 бифало с собой подальше от стада. Когда они успокоились, покормил одного травой и отвел его подальше от другого. И уже по классике тихонько его забил. Мы тебя забьем тут втихоньку. То же самое провернул и с вторым бифаленко, а затем еще с одним. Просто покормил его травой и повел его за собой, чтобы его там прирезать спокойно. И вот уже у меня на счету 4 кило. Посмотрим, сколько будет на 100-й день. Кстати, с этих буфалинов упало целых 2 рога и 12 больших кусков мяса. Что мега хорошо, ведь теперь я могу сделать шапку и спокойно пережить зиму за счет сушеного мяса. Кстати, надо про это мясо рассказать более детально.
почему я именно вяленое мясо делаю, а не готовлю из всего тефтели. А по одной простой причине. Сушеное мясо восстанавливает не только голод, но и ХП с рассудком. Причем в приличных масштабах. Учитывая, что я за прохождение ни разу не использую палатку, то на сушенке я продержусь весьма-таки уверенно. Под конец дня сделал седло, а значит мои приключения только начались. Последний день осени, а значит 20-й день. Зод, мальчик мой, давай. Давай. Я покормил Браза, одел на него седло, и движуха началась. Многие думают, что Биффало будет вас постоянно сбрасывать из седла, даже когда он будет полностью приручен. Но никто не знает, даже Википедия, что если кормить Биффало во время езды, то таймер удержания в кресле обновится, из-за чего вы можете вообще не слазить больше никогда. И не нужно даже 30% длительности езды, хотя они лишними не будут. Увидел еще одного рыбачела. О, ну давай. Решил заодно проверить возможности Браза и попробовал забить его 1 на 1. И знаете что? Урона, конечно, мало. Да и времени наш бой занял очень много. Против таких врагов, конечно, нужно еще тренироваться. Но ничего, это только первые потуги. Дальше я смогу и не такое творить. Суровый стал, блядь. После боя лицо у Браза поменялось. А значит, все идет по плану. И скоро у меня появится мой ручной боевой Биффало. Кстати, еще один интересный факт. Верхом на быке нельзя напасть на свиночела, как и на многих существ в Константе. Биффало атакуют только тех, кто враждебен к нему. Решил под конец осени немного побить пауков, чтобы добыть паутину и мясо. Кстати, поначалу я думал, что паучья железа хилит немного Браза, но оказалось, что железа ХП не восстанавливает Биффало. Они хилятся только от растительной еды и только. Короче, еле-еле забил толпу пауков и решил в ночь перед зимой глянуть, как сделать седло воина. И оказалось, что нам нужны перья. Ну то есть золото и мрамор у меня есть уже. Но вот перья достать тяжковато. Как оказалось, добываются эти перья только с птиц, которые прилетают зимой. Во все остальные времена этих синих птиц не существует, что печально, конечно. Темной ночью возле костра с Браза я провел свой последний день осени. 25-й день, а значит начало зимы. И встретил я просто прекрасно, ведь меня ударил Браза, ведь посмотрите на его зад. У него начался брачный период. И прикол Биффало в том, что они могут размножаться в одного, то есть без партнера. Я решил, что стоит отбежать от него и за счет колокольчика довести до базы, где я сделал себе шапку Биффало, которая защищает от нападков яростных быков. Провести его, конечно, было нелегко, ведь Браза бросался на все подряд, даже на мой сундук, который вообще сам ангел. Кое-как довел его до базы. Ну зачем ты их бьешь, дура? И там уже сделал себе шапку. И кое-как с трудом завел его в загон, чтобы он не разрывался. Но он начал рваться через загон, чтобы набить кабину сундуку, как уже он его ненавидит. Господи, как с тобой тяжело, ну. Я решил отвести сундук подальше, чтобы он даже не провоцировал. Но даже через забор он его учил и решил наказать этот бедный сундук. Не надо его бить. Короче, он уснул, слава богу. А я решил раскидать вещи ночью и заняться едой. На 22-й день он кое-как вернулся в загон, и я тупо весь день провел на базе. Ведь мне по факту нужно было раскидать кучу вещей и сделать новые заготовки на всю зиму. Также сделал ловушку для птиц, чтобы постепенно фармить перья для седла. Но, так как не всегда падает перо, то есть через раз перо мясо, тем более не всегда падает голубая птица, то я играл в очень странное казино. Ну, слава богу, хоть мясо. Да ты ж... Какой шанс, что упадет синяя птица? Боясь, что семян может не хватить для ловушек, я решил, что стоит сделать бумеранг и убивать птиц на дистанции. Что, кстати, неплохо мне помогло в фарме перьев. 23-й день прошел примерно в том же ручье. То есть я просто бегал, собирал кроликов на мясо, собирал траву и делал заготовки. Параллельно кормя себя и Браза. Под конец 23-го дня я решил составить новый план. Ведь по факту все, что я планировал на старте, было выполнено. Осталось только босса убить и 100 дней прожить. Когда настал 24-й день, проблемы сами меня нашли. Ведь Бразо уже успокоился и родил маленького бразенка. Сейчас мы с тобой будем жестко бороться, ты знаешь. А во-вторых, на нас нападают гончие. Поэтому я оперативно упаковал вещи и решил принять бой достойно. Верхом на Бразо. Бой прошел легко. И я решил, раз уж пошла такая движуха, то пора зимой побегать, изучить чуть лучше карту. И по факту весь 24 и 25 день я провел за фармом ресурсов и поиском зимних птиц, чтобы их убить бумерангом. Утром 26 дня я решил поставить ловушку
из клыков гонч, чтобы бои против их были проще. Ну и по факту весь оставшийся день я просто собирал траву и занимался мясом. На утро 27-го дня я решил приручить свиночелов через мясо монстра и пойти побиться с коконом в лесу. И бой проходил уверенно, я даже уже начал бить кокон 3-го уровня, но тут вдруг появилась королева пауков, а затем и сразу вторая, и я решил, что это бой в одни ворота, пусть лучше сами по себе живут. Я свою паутину мяса получил, мне больше не надо. Ну и под конец дня я наконец-то вернулся на базу и сделал себе седло воина. Теперь я точно готов к приходу циклопа и готов биться с ним насмерть. 28-й день я просто отдыхал на базе и раскидывал ресурсы, которых уже много собралось. 29 и 30 я решил провести на каменном бионе, пофармить там золото и лед, чтобы было на будущее, ведь золото опять же самый важный ресурс для Вифрит, а лед можно использовать как крутой ингредиент для готовки. Ну и под конец 30-го дня сделал кучу еды, чтобы не голодать, и ночью услышал его. Циклоп, класс. А это значит, что надо быстро садиться на базу и убегать с базы, чтобы он ее не разрушил. Я взял факел и быстро побежал к поселению свиней, где он сможет удовлетворить свой аппетит разрушения через домики свиночилов. Ну а мы параллельно попытаемся его забить. И вот среди ночи приходит он. Циклоп олень. Главный страх всех новичков. Я поджег дерево, чтобы был постоянный сильный источник света, и начал с ним бой. Он очень быстро убил мой сундук и достаточно уверенно отвешивал мне плюхи. Но я взял яйца в кулак, ну, по крайней мере, бразовый так точно, и решил тактично бегать рядом и немного бить, чтобы в результате дождаться дня и попытаться его забить 1 на 1. И в целом утром бой шел хорошо. Я его постепенно ковырял и ковырял, работая по старой тактике, но во время боя у меня упал рассудок настолько сильно, что на меня напали кошмары. И теперь это уже не бой 1 на 1, а 3 на 1. Ну, учитывая, что я с браза, то 3 на 2. Но, так как игра не рассчитана на борьбу против толпы, потому что мы можем бить только одного противника за раз, то этот бой проходил очень даже напряжно. Я кое-как с трудом смог забить 2 теневых пухляшей, но вот циклоп все никак не погибал. И прямо во время нашего боя появились опять 2 тени. На этот раз я решил отбежать подальше от циклопа, чтобы остались только 2 тени, и спокойно их забил. А затем вернулся к циклопу, сделал костер рядом и продолжал наш легендарный махач. Ну и конечно же под конец появился еще один кошмар. Я уже на скеле быстро его забиваю, и начинается ночь. Но благо у нас полная луна, а значит ночь нам не помеха. Я на волевых абсолютно без рассудка налетаю на циклопа и пытаюсь вырвать у него глаз. И по итогу боя в целых 1,5 дня. О, сосать! Легко забил просто свиноту мужчинам. Так куда ты лезешь? Я вышел в лютом поту победителем, играя полностью только верхом на браза. Затем убил последнюю 6-ю тень за этот день, и по факту первый босс челленджа был побежден. Уверенно идем, я вам скажу. Такой контент, я даже думаю, заслужил от вас лайк и подписку, если вы, конечно, того желаете. А мы продолжаем. Под конец 31-го дня увидел лунного покемона и цветок на статуе, и решил поднять. Теперь у меня в команде целых 3 животных. Целый зоопарк здесь развел, получается. Днем на меня напали гончи, но я их натравил на свиней и спокойно победил в драке. После такого мощного боя я решил сделать большой перерыв. Вернулся на базу и начал жестко восстанавливаться. Целых 2 дня тупо сидел на базе. Кушал пищу и собирал ресурсы вокруг, чтобы не тратить время попусту. И пока мой зверинец отдыхает, давайте я немного вам расскажу, зачем нужен этот лунный покемон. На самом деле он является постоянным генератором слизи, которые нужны в крафте. А когда ты стоишь с ним рядом, то у тебя восстанавливается рассудок. На самом деле не такой уж плохой питомец. Единственное, что у тебя цветок слот занимает, но я думаю, это маленькая цена за такую прелесть. На 35-й день решил побить рыбочела рядом с базой, чтобы он не создал случайного кипиша рядом. И насобирал кучу травы. Опять, потому что мало травы для браза походу не бывает. И неожиданно для меня на 36-й день закончилась зима. Ведь она длится 15 дней. А я про это забыл, и вы не поверите, пока в процессе я собирал траву, чтобы этого быка покормить, он сбросил меня с себя. А затем накинулся на лунного чела и спокойно его забил. Ну вот за что? Понял тебя. Короче, да, опять начался его брачный период, поэтому я поместил этого бешеного в изолят,
только там его и место. Под конец 36-го дня, пока фармил дрова, случайно наткнулся на весеннего босса, а именно гусь-лось. К нему я еще не готов, ведь еще от битвы с циклопом не полностью отошел. Та и мой верный Бразо еще в родовом бреду. Поэтому я решил немного подождать, чтобы хотя бы дождаться моего Бифаленко. Но как же я сильно ошибался, никакого Бразо не будет. Пока я возвращался на базу, заметил, что дождь какой-то сильный. И он вообще не заканчивается. Ну, собственно, пошел проверять, что вообще творится. И оказывается, весной происходит вечный дождь и гроза. Поэтому я, услышав первый гром, сразу же пошел сделать громотвод, потому что сено горит очень даже хорошо. Я сделал себе зонт и надел свою боевую шапку, ведь оказывается, она тоже защищает от влаги. Что комбинация давала мне 100% защиты от влаги. Еще один плюс игры за Вик. Крутой шлем я еще себе не прокачал, поэтому юзал только обычный. Ну и вы не поверите, пока я бегал за дровами, в 37-й день я прям перед ночью заметил, что у меня дрова закончилась. И я не могу сделать ни костра, ни факел. А ночь вот-вот настанет. И знаете, в чем прикол? Ночь настала. А до базы я не добежал. И все. Я подумал, это конец. Но мне повезло. Ночью во время дождя были светлячки. И я тупо всю ночь бегал по этим светлячкам, чтобы не умереть. Это был лютый хардкор. Ведь одна ошибка и кранты. Причем прямо в процессе я начал замерзать. Хотя у меня не было влаги, да и уже не было зимы на улице. Короче, 37-я ночь прошла в лютом стрессе. Но это, ребята, все цветочки. Дальше пойдет самый лютый кринж. Сейчас пойдет перечень событий за целых 10 дней. Потому что делить это на дни тупо невозможно. И вы еще поймете, о чем я говорю. Началось все 38-го дня утром. Я заметил, как Бразо сломал стенку загона и выбрался наружу. Ну, думаю, ничего страшного. Увидел, что снизу от нас ходит ребенок Бразо, которого он сделал зимой. И самое забавное, что он уже успел родить своего малого за зиму и привезти его сюда. Они ночью пришли ко мне на базу. Я снял шлем Бифало и пытался их отманить чуть подальше от базы. Я решил аккуратно забить большого, но вдруг Бразо это заметил и начал ломаться ко мне. По итогу теперь на меня напали два Бифало, я еле-еле забил раненого, а своего случайно один раз задел. И потом я вспомнил, что если своего Бифало ударить, то он скорее всего теряет все к тебе доверие. Информация, конечно, не точна, но учитывая, что я на 39-й день по-прежнему не приручил Бразо, говорит только об одном. Приручение работает хорошо, только если его постоянно кормить. Но если же ты кормишь его по 10 травы каждый день, то процесс освоения происходит намного медленнее. Но, как потом узнал, я не потерял прям все доверие, но оно значительно упало, и из-за чего я откатил немного в прогрессе. Ну да ладно, приручить еще успею. На самом деле проблемы у меня только начались. Ведь дальше Бразо начал лупить весь день сундук, а я начал пытаться убить мелкого, который был нашим вторым Бифало. Вот только незадача. Мелкий от меня тупо убегает. А использовать флейту сна желания не было, поэтому пришлось его заманивать на ловушку. И по итогу провозился с ним весь день, и все-таки его забил. Но мы только начали. Только оклемался от этих 2 дней, тут Бразо рожает нового мелкого. Ну думаю, пусть растет, зато мясо даст. Но только расслабился на секунду и снял шлем Бифало, потому что он постепенно ломался. Так сразу на меня набросился Бразо, и мне пришлось всю ночь от него бегать. Ну это что, только единот побегал за ресурсами, а Бразо уже родил еще одного. Ну думаю, куда ты рожаешь, падла? Еще и в одно рыло же это делает. Решил сделать себе зонт с глаза циклопа, потому что обычный зонт неудобно носить в слоте для оружия, тем более драк в ближайшее время не планируется, я надеюсь. На 44-й день Бразо просто проснулся и начал ломать забор по приколу. И не просто ломать, а еще на меня накинулся просто так. Вот он, настоящий босс весны. У меня сломалась старая шапка Бифало, ну, собственно говоря, из-за чего я постоянно ее снимал, чтобы она чуть-чуть подольше пожила. Решил, что пора уже избавиться от лишнего груза и аккуратно убил одного мелкого, а затем и второго. Думая, что на этом кошмар детей закончился. Как же я наивен. Я только восстановил загон и хоть немного отдохнул, так в ночь 45-го на меня напал Энд. На самом деле я сам хотел этой встречи, ведь планировал сделать теневой аппарат, который мне вообще не нужен, я так, на всякий случай. Короче, быстренько забил этого бедолагу и вернулся на базу. И только я возвращаюсь на 46-й день, то вижу еще одного мелко. Да тыц-пыс-тыц, ну сколько можно? Это уже какой за сезон? 3-й получается? Ну откуда у него столько сил рожать? Я в шоке. Но йоу, это еще не конец. Вечером напали на меня гончи, я их легко раскидал на ловушках, но Бразо решил
решил, что он защитник номер один. А значит, пора нападать на всех подряд. И опять сломал загон и выбрался просто так по приколу. Дело окончено. Опять залатал загон, опять убил мелкого. На моих руках уже лежит 9 трупов Биффало, которые умерли только ради одного бразу. Ведь я только седло и шлем делаю из их шерсти. Все только бы один радовался. 48-й день. А вот еще и 4-й малыш. Ну, походу, ему реально нравится весь этот процесс скотобойни. Потому что я иначе объяснить это все не могу. Кто из нас еще монстр? Не ясно. Тот, кто забивает, или тот, кто рожает. Короче, плюну на него. Весна не вечна, а значит, гусь может уйти в любой момент. Так что решил просто на своих ножках прибежать к гусю и забить его копьем. У гуся есть очень интересная механика, где он выбивает оружие с рук. Но больше ничем он похвастаться не может. Ведь у него всего 2 удара, и рассудок он не понижает. Короче, за сутки запинал нашего гуся, лося, а затем его мелкие гусята резко на меня налетели, и мне пришлось еще всю ночь их добивать. Короче, к сожалению, никакой браза мне не помог, но зато на 50-й день челленджа у меня уже 2 босса были готовы, а значит, двигаемся мы мега уверенно. 2 дня после босса я, как всегда, по традиции, отсиживался на базе, так сказать, зализывал раны, и на 53-й день решил отправиться к той птице. Ну, помните, которая из летнего ивента? Так вот, она нужна была для того, чтобы подготовиться к лету, ведь у нее можно купить карнавал, а через этот карнавал купить себе имбовую одежду на лето. Заняло у меня это приключение целых 2 дня, а когда вернулся домой, то 4-й мелкий уже стал вообще не мелкий. Растет как на дрожжах. Ну, я решил по старой тактике накормить, отвезти подальше, забить. На самом деле нужно было так со всеми мелкими сделать, а не таскать их по ловушках. На 55-й день, что вы думаете? Верно, 5-й мелкий. Я даже не хочу это комментировать. Я решил пойти половить кучу жаб через ловушки, так как кроликов все равно нет. И за один заход получил целых 20 лапок, что просто безумие. Мне этого хватит на пару дней точно. Да, лягу, конечно, имба пропитание. Теперь я понимаю французов. 5-й мелкий, походу, уже по генетике пошел с твоих братьев. Классный парень. И сам сдох на ловушках. Я его даже ни разу не гонял. Да, ну и семейка тут, конечно. Чистый дурдом. А, да, вы заметили? Там уже и 6-й родился. Семья у нас большая. Но мертвая, конечно. Короче, у нас там уже лето началось, а значит, брачные игры закончились. Пора двигаться в путь, открывать полностью всю карту. Я набрал еды и отправился в путешествие. Мелкий побежал с нами, потому что я уже устал их убивать, честно говоря. Да, из большого я получу явно больше. Короче, на 56-й день у меня начались приключения в целых 2 дня. Я порубил немного камней, поубивал птицечелов и позакрывал дыры в карте. Но когда я вернулся на базу, Но лезет, ну куда ты лезешь? то 6-й уже стал совсем большим. Короче, плюс еще 1 копилку. Уже, кстати, 12 штук забил. Мне скоро, походу, ачивку дадут. Скотобой, я вас уверяю. Лето на самом деле шло легко поначалу, даже с одной соломенной шляпой. Кстати, я какой-то из дней безумия поставил снежную машину. Она нужна, чтобы тушить пожары и сохранять влагу на базе. Конечно же, поставил эндотермический костер, чтобы он меня охлаждал днем, а потом еще сделал себе термальный камень, чтобы он охлаждал меня вне базы. Короче, лето шло уверенно и без всяких казусов. Что удивительно, на 58-й день все-таки решил пойти поиграть в карнавал, поставил казино и накидал туда кучу монеток, за что получил билетики, за которые купил себе накидку и фонарь. Параллельно сушил себе мясо из жаб и птицечелов, чего мне, кстати, хватило с головой. Травы, конечно, не было, чтобы кормить бразу, но тут я ничего поделать не могу. Вся трава засыхает, хотя она так засушенная, ну, короче, странно. На 60-й день решил отправиться опять в приключения. Только теперь чисто, чтобы разведать карту и не более. На 61-й день нашел муху дракона, про которую мы еще вспомним. На ночь вернулся на базу, скинулся и опять вернулся в путь. Отбегал еще целых 2 дня и наконец-то нашел пустыню, где находится наш муравей-лев. За счет Биффало перемещаться по пустыне можно легко, но сделать льву-муравью на базу в Муроне ничего нельзя. Поэтому я пошел искать информацию. И оказалось, что нужно найти в оазисе рецепт шапки, которая защищает от пустынной бури. Все сутки с 64 по 65 день я провел возле оазиса. И так ничего толком не нашел. В конце, конечно, мне упал какой-то рецепт, но, как я понял, must kit
это вообще не тот предмет, что мне нужно. Короче, как бы я ни старался, но этому муравью тупо ничего сделать не могу. Причем самое забавное, что он постоянно же насылает на меня землетрясения, которые моментами сильно так мешают моим планам. Даже базу подпортил. Короче, мне этот муравей испортил челлендж знатно, так что я решил пойти иным путем. Я буду убивать муху дракона. Да, он уже не босс летнего сезона, но когда-то же был, а значит на полшишечки считается, я думаю. Так что да, теперь у меня в планах та машина на 27 тысяч хп, что, конечно, мне нервишки точно потрепает. Короче, я вернулся на базу, расстроенный, ведь этого муравья никогда не убивал, а я люблю боссу потыкать, но мне не разрешили. Короче, печаль, беда. На 66-й день размотал гонч, запрыгнул в пасть и оказался рядом с театром. Она же сцена. На самом деле она нужна для погружения игрока в лор и объяснения, что вообще такое константа. То есть мир игры. Но так как у меня тут челлендж на убийство боссов, а не лороводство, то я решил оставить это как-то на другой раз. Пока исследовал мир и боролся с летом, наткнулся на еще одно поле Бифала, которое было, ну конечно же, какой-то сраки мира, в которую я не забежал. Ну конечно же. Ну да ладно, нам уже не до этого. Лето вот-вот закончится, а значит пора готовиться к битве с барсуком и чилить в 8. Последние дни лета прошли за фармом жаб и выживание на грани, потому что лето меня знатно потрепало. Хоть это и не так заметно на видео. Я знаю, что профи уходят в подземелье на лето, но я решил прочувствовать вкус лета на максимум и вообще не жалею о данном опыте. Короче, осень настала для меня незаметно, дни начали лететь очень быстро, потому что каждый день я занимался лишь восстановлением пищи и поиском новой травы для браза. На 73-й день я разведал болото, оно было почти последним биомом для меня. В ночь на 74-й день это чудо свершилось. Мой браза наконец-то стал прирученным. Это, конечно, произошло моментально. Я даже не успел обратить внимание вот на эту микроспышку, ведь на меня налетели гончи. Но когда я раскидал всех этих псов со своей бычьей братвой, я заметил, что мой Бифаленко как-то поменялся. По-моему, поменялся визуально, нет? Короче, поздравляю, наконец-то всего-то 69 дней ушло на то, чтобы приручить Бифала. Ну, почти 20 дней, знаете ли. Ну, конечно же, мой брутальный мальчик превратился в стандартного Бифала по характеру, ведь я слишком много бегал и кушал, из-за чего у него все направления были в балансе, увы, но боевую машину я получить не смог. Но в любом случае лучше, чем бегун или жирныч. Теперь наконец-то его не нужно постоянно кормить, и он не будет меня с седла вообще сбрасывать. Ну тупо кайф. Пока я спокойно на 75-й день исследовал остатки каменного биома и истреблял птицечелов, неожиданно на цыпочках ко мне пришел барсук. Он на самом деле не агрессивный к игрокам, если его не трогать. Он себе спокойно ходит и кушает все подряд, в отличие от других боссов. Но, к сожалению, челлендж есть челлендж. Я вернулся на базу, скинул все ресурсы, взял пищу и решил вернуться к нему драться. И на этот раз я буду драться на своем Бифаленке. Никаких пеших боев. Валькирии не подобает ходить пешком. Но, кстати, придумал еще один интересный план. А что если я через рог приманю стадо Бифала и отправлюсь в бой толпой? А то, что только они нападают массой. Я тоже имею союзников. Короче, вначале применил 5, а прибежало в итоге только 4. Но в любом случае 4 лучше, чем 0, поэтому я начал драку. Барсук достаточно быстро раскидал моих ребят, но вместо того, чтобы дальше бить мне лицо, просто начал кушать мясо моих бычков. Я, конечно же, не растерялся и тоже начал собирать все мясо, ведь не только он один кушать любит. Мы любезно постояли рядом с друг другом, и собрав весь лут, я опять начал драку. Барсук сам по себе примитивный босс, 2 удара и все, но при этом никто не заставляет вас бороться с ним. Короче, я устал с ним биться, решил отправить его на жаб, пусть мне лучше пофармить еще мясо. И так как он бьет по очень большой площади, то жаб он щелкал как орешки. Я, конечно, пробовал ее по чуть-чуть бить, но ему как будто кушать было важней. Поэтому я решил тоже не отставать и начал собирать лапки лягушек вместе с им. Вот такой вот у нас крутой бой, чтобы вы понимали. Как заклятые враги, которые раньше были лучшими друзьями. Сначала драка, потом отдых и по новой. Короче, в таком темпе я его забил за целые сутки. Опа, давай, свинюшка, вместе. Дайм. Наказали, молодчиком наказали. На самом деле, самый быстрый босс из всех получился. Я даже гуся бил дольше. Короче, всю остальную осень я провел на мега расслабоне. Ведь по факту база уже стоит, боссу 3 убил. Продовольствия после барсука осталось куча, особенно мяса. Поэтому я решил думать, что же мне делать.
Пойти убивать муху я пока не решился, ведь там будут большие температуры, мне нужна зима, чтобы хоть немного уравнять шансы, а до зимы еще осталось 10 дней, поэтому с 80-го дня по 90-й я занимался обустройкой базы. Я люблю на самом деле строить большие и крутые базы. Это у меня в крови. Жалко, конечно, что разгуляться особо нельзя тут, а декора, как по мне, маловат. Но есть что есть. Поменял полы на ковры и другие биомы. Поставил забор вокруг базы и накидал статуи боссу, чтобы все знали, кто тут король всех сезонов. Ну, пока что почти всех. Кстати, пока менял полы, заметил, что можно поставить зеркало для смены визуалки Биффала. И мне так понравился редактор, что я решил сделать из своего браза настоящего истребителя мух. Теперь я настоящий воин. Горжусь этим рожателем. Самое забавное, что я только на 91-й день понял, что я же могу оставить колокольчик в сундуке и не таскать его с собой, а значит не надо каждый раз снимать привязку. Я бы мог столько тупых ситуаций избежать, но уже как есть. Я вам просто все-таки напомню, что я новичок и очень многого не знаю. Короче, на 91-й день я начал готовиться к бою с мухой. Заготовил себе кучу щитов и крутых шлемов. Благо я уже их могу делать, я выбрал именно щит, потому что он может парировать удар, нивелируя урон полностью, что конечно очень круто. А шлем танчит столько урона, что даже броня не нужна. Короче, Валькира как всегда в соло тащит. Когда я прибежал к мухе на 93-й день, полной уверенностью, что сейчас буду рвать, я решил немного стать потренить щит и изучить босса заранее. Не хотелось бы умереть на 93-й день в челлендже без смертей. Поэтому я решил изучить всю информацию по боссу и немного так от его механик. Я, значит, подкатываюсь. Поэтому я решил вернуться на базу и немного поменять тактику. На самом-то деле, стратегий, как убить муху, много. И понятное дело, что это не на Биффала. Я выбрал самый страшный и опасный. Я его назвал Арена Смерти. Все или ничего. С этого Колизея выйдет только один живой. Сначала я сделал арену 12 на 12, потом посмотрел на муху и понял, что надо все-таки побольше. А вы спросите, зачем я так изворачиваюсь ради одного босса? Ну а вы сейчас все сами увидите. Я вам хочу напомнить, что убиваю муху впервые, поэтому я подготовился максимально. Куча щитов, куча шлемов, деревянная броня и палки с шипами. Ну что же, к финальной битве готов. Я начинаю бить муху и понемногу прилучаюсь к ее ударам. После того, как ее хп падают, она начинает лететь к лавовым лужам, как рядом со мной. Пока она кастует призыв, я забегаю в арену смерти и закрываю ее намертво, чтобы выхода не было. Так как муха летает, то она может зайти в эту клетку без проблем. Но для кого же тогда она нужна? А нужна она против лавовых личинок. Ведь когда муха идет к лужам, это значит, что сейчас призовет армию этих мелких засранцев. Причем эти личинки не просто давят толпой, но и после смерти оставляют костер, который очень сильно повышает температуру. И если бы я не сделал клетку побольше, то я скорее всего просто бы сгорел внутри. Но так как стены впереди меня острые, то личинки банально застарают там и не могут никак подойти. Поэтому в бою я бьюсь честно, 1 на 1. Но было бы это все, я бы так не нервничал. Самая главная проблема — это ярость мухи. Когда умирает последняя личинка, муха впадает в ярость, которую она просто истребляет. То есть шансы выжить 0. А это значит до свидания челлендж. И чтобы ее успокоить, надо сыграть на флейте сна во время начала ее ярости. И если ты хотя бы на секунду не успеешь, то она сбьет тебе каст пения и тупо тебя забьет. То есть по факту как бы эта механика рассчитана как минимум на двоих, а не на соло. Поэтому я и говорю, что это арена смерти. Одна ошибка и это конец. Поэтому я использовал все свои навыки задрота, чтобы не проиграть этому дикому боссу. Эта муха спокойно забьет всех 3 боссов, которых я убил. Причем 1 в 3. Вот настолько она сильная. Я вам просто напомню, 27,5 тысяч хп, Карл. Вы только вдумайтесь. Я, наверное, за все 96 дней столько не нанес, сколько у него хп. Это просто дикий ужас. Но я решил, что смогу, значит до конца. 96 дней хардкора тоже неплохо, знаете ли. В этой арене я, кстати, поставил костер, чтобы ночью не умереть от тьмы. А так, в перерывы, когда он улетало призывать новых личинок, я кушал мясо, чтобы восстановить немного хп. Хотя на самом деле за счет щита я вообще почти не терял хп. Но когда по мне прилетала тычка, то я терял не только шлем, но и 5% щита. Ведь он тоже почему-то поглощал урон. 6, 7, 8, 9,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз. Короче, по итогу 3 щита мне не хватило, и в конце мне пришлось забить его дубинкой. И вот, кстати, еще один забавный момент. Когда последняя личинка умирает, я сразу нажимаю флейту, но муха из-за хп полетела сразу призывать новых личинок. Из-за чего она заснула прямо на полпути, и мне пришлось ломать стенку арены, выходить ее бить и назад закрывать бокс. Короче, бой получился очень насыщенный, я с ней боролся целые сутки без перерыва. Вот что я понимаю, настоящий бой для Валькирии. Вальхалла мне точно светит. Ну и по концу 96-го дня муха была свергнута. Ну, да что ж, сколько у тебя хп осталось? Ты когда-нибудь умрешь 27 тысяч. И теперь я официально главный босс всех сезонов. Это была очень крутая драка. Одна из самых интересных на моей памяти. Среди всех боссов из игр. Я же захотел опять пройти Monster Hunter. Короче, осталось 3 дня до конца челленджа. Я выполнил уже абсолютно весь план. Поэтому я решил последние 3 дня поставить все аттракционы на базе. И отдыхать все время там. Никуда не уходя. Еды куча. Статую мухи поставил, печку мухи, которая разрушает что угодно, кроме рюкзака, поставил, сделал переносной холодильник на спину и шкуры барсука, немного украсил базу деревьями из летнего ивента, решил, что самый лучший аттракцион это все-таки казино, которое я поставил в самом начале, еще на 52-й день. Короче, я понял, казино самый лучший. Ну и играя в карнавал, я встретил заветный 100-й день. Вот я считаю, что я максимально заряжен, чтобы прожить еще хоть 200 дней. Но на этом этот челлендж все. Да, вы последний раз видите Браза и мою базу в лесу. Поэтому помашите им ручкой, это были крутые 100 дней. И продолжать я на самом деле не горю желанием. По крайней мере именно за Вифрь. Ведь у нас там еще куча других персонажей и режимов. Например, тот же режим «Все во тьме». Или просто какие-то другие условия челленджа. У меня на самом деле идей куча, как можно отыграть тут в хардкор. Но при этом за эти 100 дней я поглотил, ну, от силы процентов 10 всего контента. Ведь я не трогал море, подземелье, я не покупал ни одного DLC. Я убил всего 4 боссов из, мать его, 24 или там даже больше. Короче, список там огромный. Я открыл карту только поверхности. А карта там на самом деле просто супер большая, как, кстати, и подземелье. Поэтому с Don't Starve мы, скорее всего, еще не закончим. Видик получился титанический, таймер вы сами видите. И мне хочется только руку пожать тем, кто досмотрел до этого момента. Вы настоящий герой. А я вам в конце бы хотел высказать свое мнение по поводу игры. Сделал я это в своей манере. Оценю игру по 5-бальной системе. И что мне хочется сказать про управление /комфорт. Я бы поставил 4 балла. Все-таки эти подвисания, автоудары, подборы, ну, далеко не всем зайдут. За дизайн говорить нечего. По-прежнему очень узнаваемый стиль. Don't Starve точно не спутаешь ни с какой другой игрой. 5 баллов. Туда же можно, кстати, прописать крутой саунд окружения, который идеально передает атмосферу всего мира. По поводу, кстати, оптимизации, я играю на ноутбуке, и он пыхтит от любой игры. Но именно в Don't Starve он был тихий, как удав. А это значит, игра очень хорошо оптимизирована, что позволяет в нее играть на любом калькуляторе. 5 баллов. Кстати, за цену. У меня она стоила 230 гривен. Это примерно 5 баксов. На самом деле, я ее уже давно урвал за 90% скидку, так что считайте, я ее бесплатно купил. И получить за такие деньги вот такой продукт, ну это 100% себя окупает. 5 баллов за цену. Ну и по поводу лора, на самом деле пока ничего сказать не могу. Говорят, что он очень крутой, но запутанный, и я, конечно, хочу в это верить, но пока точного вывода не могу дать. Так что лор под вопросом. И общий балл, который я могу дать, это 4,8 баллов с 5. И рекомендую всем любителям жанра выживач. И вообще всем любителям хороших игр. Вы точно не пожалеете. А на этом все. До следующего хардкорного челленджа. Удачи!